Всем привет! Сегодня я решила провести эксперимент с перебродом теста. Смотрите, насколько у меня перебродил хлеб. Очень сильно. Я уже пыталась это сделать, у меня не вышло. Вот сегодня вышло. Этот хлеб бродил 7 часов при температуре 22 и растаивался 11 часов при температуре 14. Перебродил, порвался. Я даже проверять не буду, но он явно перебродивший. Итак, что делать, если вы видите, что ваша заготовка начала расплываться, растекаться, ее пора печь? Она, конечно, не в блин у меня течет, оседает. Она у меня на смеси цельнозерновой пшеничной, белой пшеничной муки и ржаной муки. Подрасплылась чуть-чуть вниз, вы видите, да? Сейчас я надрезать не буду, достаю свою гусятницу. Температура в духовке у меня сейчас 255 градусов. Он прям проседает. Укладываю в гусятницу. Как обычно, накрываю. Ставлю в духовку на 3 минуты. 3 минуты прошло. Вынимаем хлеб, снимаем колпак и оцениваем, как выглядит хлеб. Если хлеб у вас хорошо надулся, значит он может еще раскрыться. Если он практически не изменился, либо он просел, значит он уже вряд ли сможет у вас подняться и раскрыться. У меня он не изменился, поэтому я делаю надрезы без расчета на какой-либо гребень. Делаем либо художественные надрезы, либо какие-нибудь крестообразные, квадратные. Я делаю ромбиком и по центру сделаю небольшой колосок. Видите, он проседает сразу после надреза. Если бы он был не перебродивший, он бы не проседал. Возвращаем колпак. Делать это надо все очень быстро. И снова отправляем в духовку на ту же самую температуру. Через 12 минут я сниму колпак. Через 12 минут я вынимаю мой хлеб, снимаю с него колпак. Вы видите, какой он небольшой и просевший. И отправляю его в духовку на 210 градусов еще минут на 15-20. Закончилось время выпечки. Вы видите, что совсем мой хлеб не похож на то, что я обычно пеку. Он оказался вот таким маленьким. У него не раскрылись разрезы. Просто потому, что у него уже не было никаких сил, никакой энергии на подъем. Поэтому, когда вы видите уже перебродившую и растекающуюся заготовку, нет никакого смысла делать большой надрез и ожидать каких-то гребней, какого-то раскрытия хлеба. Этого не будет. Максимум, что вы можете сделать, это какой-то небольшой рисунок. Можно и этого не делать, можно просто испечь его как есть. Видите, даже колосок у меня не раскрылся. И еще один важный момент. Мне периодически задают вопрос, почему хлеб при выпечке уменьшается. Вот он у меня, кстати, уменьшился. При выпечке как бы ужался и усох. Ровно по той самой причине. Значит, ваша заготовка перебродила. Вот он у меня стал меньше, чем он был в корзине после выкладывания. Ну а в целом, посмотрите, он не превратился в лепеху, он остался достаточно высоким, ровно потому, что я не стала делать огромный разрез, который бы сдул его окончательно. То есть он остался довольно высоким, на мякиш мы еще посмотрим. Не слишком он, конечно, привлекательный, но вид у него вполне себе ремесленный. Если он еще и на вкус будет хорош, то вполне достойный хлеб. Сейчас я ему дам остыть, а потом разрежем, посмотрим, что случилось с мякишем. Хлеб у меня остыл полностью. Давайте разрежем, посмотрим, что же у меня вышло из этого перебродившей хлебной заготовки. Получилось вполне прилично. Смотрите, красивый мякиш. Я надеюсь, что резкость есть. Красивый мякиш. Никаких дефектов в мякише я не вижу. Пористость равномерная, красивая. Видно, что он, конечно, перебраживал, потому что в нижней части более мелкопористые, в верхней части вот поры более открытые и крупные. Хлеб мягкий, пахнет очень вкусно. Давайте отрежу кусочек, попробуем. Тем более, что сейчас как раз время обеденное. Я думаю, что и пообедать я с ним уже смогу.
В мякише присутствует кислинка заметная, но в составе этого хлеба есть и ржаная мука, причем ее 20% здесь ржаной муки и 10% цельнозерновой, остальное первый сорт пшеничной муки. Но я не могу сказать, что хлеб этот кислый, он вкусный. Он, кстати, вызывает слюноотделение за счет вот этой своей кислинки, но это вполне приятно. Может быть, кому-то не подойдет, но для меня очень даже приемлемый вкус. Очень важно, что здесь при брожении хорошо выделились сахара, и при разжевывании хлеб, вот эта хлебная кислинка, она очень быстро меняется на такую сладкую ноту. Что мы можем сказать по итогу? Если у вас есть опасения, что ваш хлеб, ваша заготовка пшеничного хлеба перебродила, не стоит ждать от нее каких-то высоких гребней большого раскрытия. Чтобы он окончательно не превратился в лепешку, а сохранил хотя бы вот такой объем, стоит все-таки его поберечь, за ним понаблюдать, сделать какие-то условные надрезы на случай, если вдруг он решит еще подняться в духовке, можно этого не делать вообще. Тогда у вас будет просто ровная корочка. Ну и вы получите вполне достойный, вкусный и полезный хлеб, потому что он полностью выбродивший, и при этом внешний вид его будет, ну скажем так, ремесленный, более-менее приемлемый. По крайней мере, не пострадает. Ну и на этом все. Эксперимент завершен. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал. Будем с вами печь, делать новые эксперименты. Подавайте, кстати, идеи, задавайте вопросы в комментариях. И подписывайтесь на Telegram. Будем с вами печь. Испечем еще много всего интересного.